Итак, на одну спицу я набираю 3 петли самым обычным способом. Набрала 3 петли, и теперь я провязываю платочной вязкой, то есть все ряды лицевые, 7 рядов. То есть вот, причем первую и последнюю петлю я тоже провязываю. Первый ряд вяжу я бабушкиными петлями, то есть за заднюю стенку. Вы можете вязать петлями, какими привыкли. Второй ряд. Третий. Все лицевыми петлями вяжем. Четвертый. Пятый. Шестой. И седьмой ряд. Вот у нас получилась такая косичка. И вот у нас 3 так называемых рубчика в платочной вязке. И мы должны из каждой вот этой боковой петельки в каждом рубчике поднять петли. То есть вот мы закончили вязать последний ряд, 7. Вот этот рубчик. Вот он у нас рубчик, вот она у нас петелька свободная. Провязываем лицевую, то есть мы не развернули вязание, вяжем дальше. Вот у нас еще одна лицевая. И вот у нас, вот он рубчик, вот у нас еще одна лицевая. Сейчас у нас на спице 6 петель. И теперь мы должны просто вот за хвостики петелек, дужки петелек, которые мы вязали в начале, тоже набрать 3 петли. Один. Два. Вот у меня третья дужка. 3. Первые 2 ряда в вязании шали самые сложные. Итак, у нас получилось на спице 9 петель. И теперь мы начинаем вязать шаль. Уже основные ряды начинаем вязать. Сейчас у нас будет с вами изнаночный ряд. В нашей шале первые 3 петли и последние 3 петли всегда будут провязываться лицевыми петлями. Это будут такие кромочные петли. Самое главное, видите, обратите внимание, чтобы не вязать из хвостика, а вязать от нити, которая идет от клубка, от мотка. Первые 3 петли всегда провязываем лицевой. И первую петлю мы тоже провязываем, чтобы вязание не закручивалось. Первая, вторая, третья. То есть в каждом ряду провязываем лицевой. Таким образом у нас получается кайма у шали платочной вязкой. Итак, мы провязали. Вешаем маркер. Потом он вам будет не нужен, но сначала лучше его повесить.
Потом вы будете уже видеть. Итак, 3 петли крайние мы тоже оставим на кайму. В результате у нас осталось 3 петли в центре. У нас должна быть центральная петля. Вот это у нас центральная петля будет. Сейчас я еще раз повторю, у нас изнаночный ряд, поэтому петли тела шали мы будем провязывать изнаночными. Соответственно, центральную петлю мы тоже будем провязывать изнаночными. То есть вот у нас мы отметили кромку, изнаночная петля. Это у нас будет кромочная петля. Мы сейчас, так как вяжем с изнанки, мы после нее повесим маркер, но с лица у нас с этой стороны будет. Перед центральной петлей будет висеть маркер. Теперь еще раз изнаночная петля и кромочные петли, вот тоже повесим маркер, провязываем лицевыми. И все, можно начинать вязать шаль. Так, 3 петли лицевые. Перебрасываем маркер и делаем накид. У нас всегда после первых 3 кромочных и перед последними 3 кромочными будет накид. Провязываем лицевую. И у нас еще раз всегда перед этим маркером будет накид. Перебрасываем маркер. Это у нас центральная петля. И после нее всегда тоже делаем накид. Дальше провязываем просто петлю. И перед последними петлями мы тоже делаем накид. Провязываем кромочные. Изнаночные ряды все вяжутся одинаково. Первые 3 петли и 3 последние вяжем лицевыми. После них в изнаночном ряду все вяжем изнаночными петлями. Лицевые 3 в конце. Итак, вяжем дальше. Сейчас у нас все петли в ряду будут вязаться без узора, просто лицевой гладью. То есть первые 3 петли лицевые кромочные, накид после кромочных, 3 лицевые петли тела шали, перед маркером, перед центральной петлей накид, центральная петля накид, лицевые петли накид и завершаем кромочными. И опять также вяжем изнанку. Три лицевые, это которые у нас кромочные. Теперь все вяжем, и накиды, и петли, все вяжем изнаночными. Чтобы посмотреть, что у нас получается, надо просто передвинуть на леску и вот так посмотреть. В принципе, можно посчитать, сколько вы рядов провязали вот по вот этим дырочкам около центральной петли, потому что это у вас накиды. То есть вот у нас будем считать первый ряд провязан туда-обратно уже именно самого тела к шали, и второй ряд. То есть, неправильно говорю, первый, второй, третий, четвертый. У нас провязано 4 ряда. Предлагаю таким же образом провязать еще 16 рядов. То есть у нас в шале будут чередоваться узоры по
определенному количеству петель и лицевой глади у нас будет по 20 рядов. То есть мы вяжем 3 лицевые, накид, лицевые петли, накид перед центральной, центральная петля, накид, лицевые петли, накид, 3 кромочных лицевыми и с изнанки крайние 3 петли лицевыми, остальное провязываем изнаночными. И так я вяжу всего, получается, мне еще провязать 16 рядов. Я провязала 20 рядов лицевой гладью, то есть можно вот здесь посчитать по вот этим дырочкам, которые образовались накидами. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть это 20 рядов у нас получилось. И теперь я начинаю вязать первый элемент. Вы можете вязать любые узоры. Я сейчас покажу просто самые простые узоры для платка. Будем вязать секторами, поэтому каждый элемент, каждый раздел узора буду отделять платочной вязкой. Например, это пусть будет 6 рядов платочной вязкой. Итак, сейчас мы провязываем 6 рядов платочной вязкой. При этом обязательно не забываем делать накиды. То есть по 3, вот, нет, получается 4. Вот 1, 2, 3, 4 накида. Так, поехали. Просто вяжем. То же самое все. Первый ряд платочной вязки вяжем просто лицевыми петлями. Следующий ряд изнаночный, который мы опять вяжем лицевыми. И так всего 6 рядов вяжем лицевыми петлями. То есть вот 3 кромочные. Так, сняли. Накид. Лицевые петли до центральной петли. Накид, маркер перебрасываем, центральная петля, накид и опять вяжем до конца ряда лицевыми петлями. Перед кромочными накид. И опять 3 лицевые. Следующий ряд я вяжу просто лицевыми петлями, то есть уже не изнаночными, а лицевыми, чтобы у нас образовалась платочная вязка. Но здесь я уже не делаю никаких прибавок, потому что это изнаночный ряд. Просто вяжу лицевыми петлями. И таким образом я провязываю, вот это второй ряд, и еще 4 ряда. Всего 6 рядов платочной вязкой. Итак, я провязала 6 рядов платочной вязкой, и сейчас я перейду к узору. Но перед этим я хочу еще раз акцентировать ваше внимание на том, что центральная петля, она всегда вяжется с лицевой петлей, с изнаночной вяжется изнаночной петлей. То есть, несмотря на то, что здесь мы вязали платочной вязкой, и с изнаночной стороны у нас тоже были лицевые петли, центральная петля вяжется изнаночной петлей, все остальные вяжутся лицевыми в этом случае. И также я хочу порекомендовать тем, кто вяжет этот платок бабушкиными петлями, не классическими, провязывать эти накиды за переднюю стенку. Они тогда более такими вот дырчатыми получаются, лучше смотрятся. Если вы их будете провязывать за заднюю стенку, то они могут выглядеть более мелкими и более такие скрещенные петли их называют. Итак, вот такое у нас получилось. И сейчас мы будем вязать
10 рядов узора другого, и после этого узора мы провяжем еще 6 рядов такой платочной вязкой. Узор мы будем вязать вот такую же сеточку. Все это вяжется очень просто. Вы можете вообще использовать любой узор, а можете вообще не использовать никакие узоры и просто вязать дальше и, например, делать отдельные полоски из платочной вязки. Все это очень просто. Самое сложное, вот, на мой взгляд, в шале, это вот это начало начать. Все остальное, оно вяжется само. Итак, как обычно, 3 петли кромочные лицевыми. Накид. И теперь мы начинаем вязать узор. Поэтому для того, чтобы все смотрелось относительно симметрично, я предлагаю, вы можете, конечно, это не делать, вот в этой части шали вязать петли, которые 2 вместе с наклоном вправо, то есть за переднюю стенку 2 вместе, а здесь вязать 2 вместе за заднюю стенку. Сейчас я покажу. Итак, этот накид мы сделали, 2 лицевые, теперь 2 вместе за переднюю стенку, накид, 2 лицевые, 2 вместе за переднюю стенку, накид, 2 лицевые, 2 вместе за переднюю стенку, накид. И так вяжем до центральной петли. Вот у нас я провязала наши петли, 2 лицевые, 2 вместе за переднюю, накид. И здесь у нас уже начинается центральная петля, поэтому узор у нас уже целиком не поместится. Поэтому эти 3 оставшиеся петли я провяжу просто лицевыми петлями. И, соответственно, с этой стороны я их тоже должна запомнить, что их тоже надо, чтобы был симметричный узор, провязать лицевыми петлями. То есть просто я их провязываю 3 лицевые, накид, как обычно, перед центральной петлей, центральная петля, накид, и опять 3 лицевые петли. А с этой стороны мы будем делать наоборот узор, то есть у нас симметрично идет в другую сторону, соответственно, мы здесь сделали 2 лицевые, 2 вместе накид, соответственно, накид, 2 вместе за заднюю стенку, 2 лицевые, накид, 2 вместе за заднюю стенку, 2 лицевые. И так вяжем до конца ряда. Вот у нас как раз все поместилось. Весь узор у нас абсолютно симметричный. Так, теперь мы делаем опять накид перед кромочными, провязываем 3 кромочные. С изнанки мы все вяжем по рисунку, то есть мы вяжем изнаночными петлями. Так, 3 лицевые, теперь мы все вяжем по рисунку изнаночными петлями. То есть все то же самое, включая центральную петлю, ее мы тоже провязываем изнаночной петлей. Итак, следующий ряд, то есть первые 2 ряда из 10 мы провязали. Следующие 2 ряда мы будем вязать опять же этот узор, только его немножко сдвинем. Итак, первые 3 кромочные,
накид. И вот у нас было, вот эта петля у нас новая появилась. Был у нас накид, 2 вместе и 2 вместе лицевой. Нам надо накид сдвинуть на одну петлю, и получается, что у нас выходит то же самое. Вот они, эти 2. Так, накид у нас есть, 2 лицевые, 2 вместе лицевой за передние стенки, потому что с этой стороны накид, 2 лицевые, 2 лицевые за передние стенки, накид. Так вяжем до центральной петли. 2 лицевые, 2 вместе за передние стенки, накид. И вот здесь у нас я подошла уже к центральной петле. Сейчас у нас уже все получится поместить. Вот они, 2 лицевые, 2 вместе за передние стенки. То есть 4 петли для раппорта узора у нас есть. 2 лицевые, 2 вместе за передние стенки, накид. Просто провязываем лицевую, накид, центральная петля, накид. Помним, что у нас лицевая была для симметрии. Теперь идем в обратном порядке. Накид, 2 вместе за задние стенки, 2 лицевые, накид. Так, 2 вместе за задние стенки, 2 лицевые, накид, 2 вместе за задние стенки, 2 лицевые. И так вяжем до конца ряда и провязываем опять с изнаночной стороны изнаночными петлями. Итак, вот что у меня получается после 4 рядов вот этой ажурной вязки. Я всего провяжу таких 10 рядов, то есть еще 6 рядов я провяжу. То есть постоянно у нас здесь двигается узор. Тут, то есть опять 2 лицевые, 2 вместе, накид и так далее вяжется. Вы можете провязать сколько угодно рядов. То есть я вяжу 10 рядов, вы можете провязать 20 рядов, можете еще шире сделать полоску. Я сейчас провяжу еще 6 рядов вот такой же вязкой рисунком. Еще раз повторю, 2 лицевые, 2 вместе, накид. И с обратной стороны симметрично накид, 2 вместе, 2 лицевые. После этого я провяжу еще 6 рядов платочной вязкой и провяжу еще 20 рядов вот этой лицевой гладью. Это просто импровизация. Вы можете вязать вообще все лицевой гладью, вы можете вязать все платочной вязкой, вы можете вязать лицевой гладью и платочной вязкой, какими-то узорами. Итак, я провязала следующие элементы. 20 рядов лицевой гладью, 6 рядов платочной вязкой, 10 рядов узора, опять 6 рядов платочной вязкой. И эти элементы я повторила 3 раза. То есть вот еще раз лицевая гладь, еще раз платочная вязка, узор, еще раз лицевая гладь, опять платочная вязка, узор. И сейчас я буду переходить к кайме. В принципе, вы можете любое количество раз повторить чередование этих узоров, можете повторять его в любой последовательности, можно вообще пропустить элемент с лицевой гладью. Можно вот этот узор сделать шире, можно вообще вот здесь все вязать просто платочной вязкой. Это все на ваш выбор. И сейчас я начинаю делать кайму шали. Кайму я решила сделать волнистую. Сейчас я покажу, как она делается. Делается она достаточно просто, и количество петель на спицах сильнее вырастет. Итак, что мы делаем? Первые 3 петли я провязываю как обычно. Они у нас так и остаются все время кромочными. Теперь я делаю накид, как обычно. А сейчас я начинаю вязать просто платочной вязкой. Причем
Кайма у нас будет вся состоять из платочной вязки, а самый установочный ряд в этой кайме будет первый. Мы сейчас должны из каждой петли в этом ряду вывязать по 3 петли. Как мы это будем делать? Итак, за переднюю стенку 1 петля, не снимаем с левой спицы петлю, делаем накид и за заднюю стенку еще 1 петля. То есть у нас из 1 петли получилось 3. Еще раз. Лицевая петля за переднюю стенку, накид и за заднюю стенку лицевая. Еще раз. Лицевая петля, накид, лицевая за заднюю стенку. Все. И так мы вяжем до конца ряда. И следующий, 2, 3, 4, 5, 6 я так свяжу таким образом 10 рядов. И все эти 10 рядов мы вяжем лицевыми петлями. Все это очень просто. И у нас получится просто кайма сделана вот из такой платочной вязки. Но она будет немножко волнистая. И дальше уже больше никаких прибавок нет. Просто все вяжется лицевыми. С учетом этого ряда 10 рядов лицевыми петлями. То есть платочной вязкой. И дальше я вам покажу, как закрыть необходимо эластичным способом петли шали. Я провязала 10 рядов каймы платочной вязкой. Это оказалось самое сложное место, потому что в результате у меня на спицах оказалось практически 1000 петель. И сейчас я буду закрывать петли. Я вам сейчас покажу самый простой способ эластичного закрытия петель. Вы можете использовать любой способ. Так, первая петля провязывается, возвращается обратно на левую спицу, и теперь первая и вторая петля провязываются вместе за заднюю стенку. Опять первая петля возвращается на спицу, и опять 2 петли провязываются за заднюю стенку. Возвращается и провязывается. Чтобы край был поэластичнее, можно вот эту петельку побольше вытягивать. Еще раз. Возвращается и провязывается. И так провязываются все петли на кайме. После того, как вы довяжете кайму, надо заправить кончики здесь и в начале шали. И шаль надо обязательно постирать перед тем, как начинать ее носить.